Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами будем рассматривать такую тему, как повторный инсульт, но только не совсем с точки зрения врача-невролога, а с позиции врача ультразвуковой диагностики, которые помогают нам в постановке диагноза инсульта и в выработке алгоритма вторичной профилактики, чтобы у пациента не произошло следующего сердечно-сосудистого события. Этих инсультов очень много. В клинике, где я работаю, в Великом Новгороде, достигает удельный вес среди всех госпитализируемых повторных больных с повторным инсультом до 20% в худшие года. Ну а если говорить в целом по России, то таких больных 100 тысяч в год, пишут наши коллеги. Когда поступает пациент острый в приемный покой, мы все работаем, вся страна по 928 Н-приказа Минздрава РФ, который нам говорит все этапности, которые, собственно, мы должны пройти с данным поступившим пациентом, ну, доказать, конечно, что это вообще есть инсульт. Дифференциальная диагностика у нас примерно одна и та же многие годы, если добавляется, то незначительное количество. Но вот пандемия COVID изменила наше представление на дифференциальную диагностику инсультов, и эту линейку расширила значительно. Если у пациента нарушено сознание, если у него есть нарушение координации движения и мышечной силы, то, естественно, на первом этапе или парамедики, или скорая помощь проще всего поставить ОНМК под вопросом, нежели оставить неуточненного пациента дома. Тем более он не всегда лихорадит и не всегда можно заподозрить, что это какой-то инфекционный процесс. Поэтому выставляется ОНМК под вопросом, и эти все пациенты оказываются в нашей экстренной больнице, которая занимается дифференциальной диагностикой. Что эпоха COVID нам добавила? Она добавила нам пациентов, естественно, с вирусным энцефалитом. С вирусным энцефалитом здесь очень такие неприятные моменты в плане диагностики, то, что мы зачастую на компьютерном томографе можем не увидеть никакого очага, хотя клинически они есть, и только на МРТ можем увидеть очаг. Нам не поможет цереброспинальная жидкость, которая в большинстве случаев у всех пациентов, которым мы выставляли вирусный энцефалит, в том числе ковид-ассоциированный, не помогает нам, потому что у них у всех нормальный цитоз. Белково-клеточной диссоциации тоже нет, то есть белок тоже нормальный. Ну, единственное, или анамнестически мы знаем, или антитела G уже у данного пациента присутствуют. На просторах интернета наши коллеги предлагают пользоваться в случае каких-то постковидных апаллических, в том числе расстройств у пациентов, предлагают пользоваться старинным шифром G93.3 синдром утомляемости после перенесенной вирусной инфекции, если у нас нет четкого лабораторного подтверждения COVID. По просьбе терапевтов введены в МКБ-10 два новых шифра. Это U08.9, заболевание, связанное с COVID, и, вероятно, это дебют заболевания, и пациент второй раз не заболеет уже COVID-19, не будет инфицирован. Или шифр U09.9, когда пациент уже перенес COVID-19, и он ставится вторым шифром после основного заболевания. Или пациент, который к нам поступил в приемный покой, мы вообще увидим в острой стадии инфекционного процесса. С лабораторным подтверждением тогда будет U07.1, или без оного тогда U07.2. Количество пациентов с хроническими заболеваниями мозга, которые стабильные и находятся дома или под амбулаторным наблюдением, сейчас на фоне пандемии, перенесенной вирусной инфекции, которая все-таки значительно влияет, это мы понимаем, вот в новом году, значительно влияет на нервную систему, таких пациентов с обострениями хронических образований мозга и заболеваний становится больше. Они текут псевдоинсультно. И пациентов с нейроспидом в нашем отделении, их
обычно немного, это где-то 3-5 пациентов в год. Мы выписываем 1800 инсультов, бывают у нас из отделения в год. Это 3-5 нейроспид. А здесь буквально за только март и начало апреля месяца в нашем отделении прошли уже 3 пациента с нейроспидом. Стали чаще обращаться пациенты с гемангиомами и прочими различными неинсультными заболеваниями мозга, которые приезжают или с очаговой симптоматикой, или с фокальными судорогами. Ну и вариант, когда поступает пациент, у которого на догоспитальном этапе был поставлен томографом различным МРТ или КТ, был поставлен лакунарный инсульт небольшого размера, но пациент находится, например, в СОПоре. То есть получается, что у него есть еще плюс, например, инфекционное заболевание или другое заболевание, и лакунарный инсульт. Но так как слово инсульт прозвучало, конечно же, он поедет в экстренную клинику с инсультом. Когда мы провели все дифференциальные ряды диагностики, мы уже определяемся, назначаем лечение. Вашему вниманию из нашего архива, нашей клиники предоставляется слева пациенты с токсоплазмозом при уже уточненной ВИЧ-инфекции и справа пациентка с гемангиомой. В чем ее интерес был? Она доставлена была тоже в экстренном порядке с фокальными судорогами в левых конечностях. И в заключении врача-рентгенолога стояла внутримозговая гематома, ОНМК, ну и, естественно, скорая ее привезла на экстренную госпитализацию. А при уточнении анамнеза и более детального изучения размеров данного образования получилось, что это гемангиома, которая у пациентки существовала, просто появилась фокальные судороги впервые в жизни. Ну, такие пациенты зачастую под маркой ОНМК прибывают в наш приемный покой. Если к нам попал пациент с инсультом, мы должны начать первичную профилактику с первого дня и определиться, что если у пациента есть несколько лакунарных инсультов, скорее всего, виновата гипертоническая болезнь, надо обратить внимание на коррекцию цифр. Если это атеротромботический инсульт, подтип инсульта, то тогда мы выставляем значит, целевые показатели липопротеидов низкой плотности и следим за развитием атеросклероза и атеротромбоза в его сонных артериях. В том случае, если инсульт кардиоэмболический, то нас интересует нарушение ритма сердца, пороки сердца, искусственные клапаны сердца, и больные должны получать, соответственно, определенные препараты. Когда пациент переболел, уже острый период прошел, он приходит в амбулаторию. Это на приеме может быть врач общей практики, семейный врач, невролог, и говорит, что я выписался из стационара, что мне теперь делать? Нам нужно заняться его значит, составлением алгоритма индивидуальной профилактики. Если пациент гипертоник, то тогда нужно уточнить, какие же целевые цифры мы будем рекомендовать. Потому что если это перед нами гипотоник с нормальными цифрами 90, 60 или 100 на 60, то тогда 130 общие человеческие цифры будут уже гипертоническим кризом. Для нормотоника будет 130 и 90, а если у пациента есть гемодинамически значимые стенозы, то 130 будет очень мало для него, у него цифры должны быть значительно выше, 150, а то и 170 систолическая. Если перед нами человек с гиперхолестеринемией, с высоким уровнем ЛПНП, то мы должны выбрать, какой же, соответственно, фактором рисков целевой уровень поддержания ЛПНП у данного пациента. Это 1,5, 2,5 или 3,2 миллимоль на литр. Мы должны письменно написать пациенту, что его целевой уровень при приеме статинов такой-то. Он должен контролировать именно вот этот уровень, а не просто принимать статины, и с какой частотой сдавать анализы. Мы начинаем проговаривать вот эту программу со статинами. Пациент говорит, я категорически не буду их принимать ввиду различных причин. Что же нам делать? Есть интересное исследование, когда
пациентам предлагалось во время процедуры ультрасонографии предлагалось показывать бляшку в сонной артерии, рассказывать, собственно, как она образовалась, что она из себя представляет и какие последствия несет. И пациенты, которые видели бляшки свои в сонных артериях на аппарате, на сканере ультразвуковом, то они уже были более привержены к приему статинов. Какой второй вариант, если у нас нету фотографий со сканера, пациенту никто его не показывал, что мы можем сделать? Мы можем сказать, давайте вы повторите ультразвуковое исследование сосудов через 3-6 месяцев, и если процент стеноза нарастет, то мы вернемся с вами к вопросу о назначении статинов. Если выявлена при протоколе, при исследовании сонных артерий метаболическая ангиопатия, у пациента есть нарушение толерантности к глюкозе, поражены органы мишени сонной артерии, мы будем говорить дальше, нужно предпринять уже определенные шаги. Всем пациентам назначаются дезагреганты, кроме фибрилляции предсердия, искусственных клапанов, пороков. Эти пациенты получают антикоагулянты. Ну и, естественно, мы должны подействовать на другие коррегируемые факторы риска, такие как ожирение, стресс, алкоголь, курение, все вам известные гипотинамия и оральные контрацептивы у женщин. Если в протоколе УЗИ, в заключении или в тексте вы увидите слово S-образная извитость сонных артерий, то нужно сразу же определиться, что, скорее всего, это не врожденное, а приобретенное у гипертоника изменение сонных артерий, которое чревато для пациента, который сидит перед нами, риском диссекции вот уже измененной стенки сосуда и разрыв или стенок сосуда диссекции, или разрыв покрышки бляшки и фрагментация и образование атерогенной эмболии, которая может явиться причиной повторного инсульта. Здесь на слайде представлена из наших данных нашей клиники тоже гипертоническая ангиопатия, извитость артерии, и она также может являться источником микроэмболии. Еще информацию, которую мы можем получить из протокола ультрасонографического исследования, это метаболическая ангиопатия. Она описывается врачом ультразвуковой диагностики, если наблюдается медиокальциноз, медиа поражается, откладывается там кальций, появляется патологическая слоистость, сосуд становится ригидным, жестким и не может уже реагировать эластически на гемодинамические удары при гипертонических кризах. И это чревато тем, что интима может отрываться, как вы видите на вот этом слайде, и далее в интимальный карман, который образовался отслоившимся слоем интины, могут попадать форменные элементы крови и уже образовываться или диссекция, или в интимальный карман попадают форменные элементы пристеночный тромбоз или пристеночная агрегация при мелких дефектах эндотелия сосуда. Ну а в дальнейшем, естественно, все эти патологические образования, они приводят к сужению просвета сосуда, который вы видите здесь на данном снимочке, когда сонная артерия изображена двумя цветами. Красный – это ложный просвет в сонной артерии, который образовался из-за диссекции ее стенки. Синий и красный показывают направление кровотока в разные стороны от ультразвукового датчика. И там идет обратный кровоток в ложном просвете сосуда. Это фотографии нашего пациента 38 лет, который находился в запое трое суток и потом поступил в нашу клинику парализованным. Это молодой человек. И при исследовании сосудов был обнаружен флотирующий тромб, который занимал 82% сонной артерии. У пациента коллатералей не было, естественно, поэтому ввиду его возраста восстановился он очень плохо, то есть практически с теми же параличами он и выписался на 21-е сутки. Но единственное, что изменилось, только картина ультразвуковая, сонной артерии, тромб перестал флотировать, он прикрепился к стенке, уплотнился и уже стал занимать не 82%, как было в первые часы при поступлении, а 60%
Собственно, с тем он уже и выписался. Ну, это еще одно наблюдение, что сонная артерия может сужаться не только по типу атеротромбоза, а она может сужаться из-за артериита. Параллельно здесь видно тромбоз еремной вены, а у этого пациента есть специфический процесс в легких, опухоль средостения, ну и, соответственно, которая вызвала вот это толщение стенок внутренней сонной артерии. Исходя из вышесказанного, если перед нами пациент с факторами риска старше 45 лет, то, безусловно, если он хочет знать свой сосудистый возраст, то нужно рекомендовать ему сделать дуплексное сканирование магистральных артерий шеи, в том числе, если он у вас находится на амбулаторном приеме и не имеет пока сердечно-сосудистых событий. Обращаю ваше внимание, что в протоколах вы можете встретить две шкалы. Это ECST, это европейская шкала подсчета стенозов. Подсчет стеноза происходит по отношению к просвету сосуда в месте локализации самой бляшки. И шкала североамериканская, NASCET, которая более близко сосудистым хирургам. Здесь процент стеноза считается относительно более дистального прямого участка внутренней сонной артерии. Почему сосудистые хирурги? Потому что они привыкли читать результаты рентгеновской ангиографии, которая не видит внутренние структуры сосуда, а видит только его просвет. Поэтому по наскету больные оперируются, выставляются показания к операции, а по ECST мы можем видеть, что же происходит внутри сосуда у пациента. Всем пациентам абсолютно показано, это сказано тоже в российских национальных рекомендациях, использование аспирина и комбинации диперидомола с аспирином или только клопидогрель, если мы хотим профилактировать инсульт. В американских стандартах точно так же указано, что нужно назначать монотерапию аспирина, либо его комбинацию, либо монотерапию клопидогрелем. Вашему вниманию представляется одна из многочисленных работ, которые стали появляться в последние 3 года, в 2018, 2019 и 2020 годах, где сравниваются пациенты с инсультом, группы на аспирине и группы на клопидогреле. В данной статье сравнивалось 9000 пациентов из Тайваня, и в группе аспирина, вы видите верхнюю зеленую строчку, большое сердечно-сосудистое нежелательное событие в течение 12 месяцев после ишемического инсульта в группе аспирина происходило в 30%, а у клопидогреля 45% случаев. То есть группа аспирина более благоприятна. Ну, есть еще и другие публикации в Journal of American Medicine, где тоже сравнивается аспирин и клопидогрель. Очень интересные публикации современные. Если выбирать форму аспирина, то, конечно же, преимущество имеет тромбоаз 100 мг, потому что у него более пологий график благодаря кишечно-растворимой оболочке. Ну и, естественно, если пациенты принимают тромбоаз, нельзя от него отказываться, потому что несоблюдение кратности приема или отказ, естественно, связано с повышением риска серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий не просто в 2 раза, а даже в 3-кратно. Если у кого-то есть вопросы, как высвобождается аспирин из тромбоаза и аспиринокардио, в кислой среде и в щелочной среде они освобождаются одинаково. Ну и последние у нас есть секунды. Хочу вам привести клиническую задачу, это пациентка, которая у нас поступила в клинику 3 дня назад. За неимением времени скажу сразу же, пациентка находится в апалическом синдроме, у нее КТ норма, МРТ норма, цитоз 5 клеток, лейкоцитоз 11, гипертермии нет. Больная не парализована, если про это говорить. У нее стенозы сонных артерий 50%, у нее есть тромбозы поверхностных вен нижней конечности, у нее впервые выявленный сахарный диабет 14 ммоль на литр, это немного. Выявленный впервые
ТТГ-14 при норме Т3, Т4. И кто же виноват у этой пациентки? Это вирусный энцефалит перед нами или другие варианты паллического синдрома. Вот мы начали эльтироксин по 50 мг, и вы знаете, может быть, нам кажется, но уже идет улучшение. До этого она получала дексаметазон, цитофлавин. Мы как бы значительных улучшений не видели. И вот сейчас таких пациентов коморбидных вот в эту эпоху становится все больше и больше. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. Я думаю, что ковид еще будет нас удивлять, прибавлять в линейку нашей дифференциальной диагностики все больше и больше заболеваний. Ну и хочу вам пожелать такого же здоровья, как у этой пациентки, которую вы видите на данном слайде. Это пациентка из нашей клиники, ей 102 года. У нее абсолютно здоровые сосуды без бляшек в сонной артерии. Все фотографии лежат из нашей клиники, сделанные, лежат на сайте www.mirneurology.ru, и запись этого доклада будет доступна та же. Спасибо.